Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор курса доллара, курса рубля, курса евро. Давайте рассмотрим основные макроэкономические индикаторы и что у нас влияет на курс рубля, как он будет изменяться сегодня в течение первой половины дня. Итак, китайский индекс CSI 300 растет с утра. Это позитив для российского чермета. Так, ну фьючерс на S&P показывает, что в космос продолжается полет. Вот образовалось новое сопротивление, которое в случае пробития будет развиваться движение вниз. Но пока, я думаю, такого не будет. То есть вот у нас появилась новая линия, вокруг которой в случае корректировки будет строиться игра. Сейчас как бы у нас все отлично, рост продолжается, но к этому росту на текущий момент появился ряд вопросов. Ключевой вопрос, который у меня возникает к текущему росту американского индекса, заключается в том, что вот если судить по потреблению электроэнергии, страна вышла с выходных дней, а рост потребления электричества не пришел к тому уровню, который был на прошлой неделе. С чем это связано, пока сложно сказать. Основания, какие здесь могут быть, недостаточное восстановление экономики, которое может быть связано с беспорядками, а может быть связано с какими-то другими факторами. В любом случае это негатив для роста американского индекса. Так, ну и вот дневной график индекса VIX, индекс волатильности, индекс страха. На что здесь хотел обратить внимание? Если все хорошо и S&P летит в космос, почему VIX тогда не продолжает снижаться, не идет вниз вот этого начала гэпа 22.46 и не закрывает гэп? То есть что-то здесь явно не так происходит, если он консолидируется и даже пытается как-то немножко оттолкнуться наверх. Далее вот на финансе интересная статья. ФРС запустила тихую девальвацию доллара. На самом деле не совсем понятно, почему ФРС запустила девальвацию доллара и в чем это проявляется. Если рассматривать график роста баланса ФРС, то уже как бы необычный рост баланса пошел еще где-то с начала середины марта текущего года. При этом, если мы будем рассматривать индекс доллара DXY, то исходя из этого индекса мы не увидим девальвации долларов, которая была запущена, когда начались активные действия ФРС. Вот, соответственно, начало, середина марта, и с того момента до, ну где-то конца мая, начала июня, мы видим, что все время движение шло в основном в диапазоне 98,5-101. Соответственно, вот это снижение, которое пошло начиная с начала июня, оно, по-видимому, связано с движением капитала. И, на мой взгляд, вот такое название статьи, оно не вполне удачное, и оно не соответствует реальному положению дел. То, что происходит, оно больше похоже на эффект так называемой вакуумной бомбы, когда вначале создается разряжение, а потом все с огромной силой устремляется в эпицентр. Поэтому здесь вот насчет там тихой девальвации доллара и девальвации доллара, я бы с такими терминами был бы сейчас осторожен. Да, некоторое обесценивание доллара вполне возможно, но здесь надо понимать, что может быть очень сильная обратная реакция. Так, ну и переходя к другим индикаторам, которые касаются рубля и курса рубля к доллару, стоимость бочки Brent в рублях, вот мы с вами видим дневной таймфрейм. У нас последние дни рост затормозился, а рост этой характеристики способствует наполнению бюджета. Соответственно, на текущий момент никак не можем перепрыгнуть этот гэп, его закрыть и перейти в проторговку, которая наиболее комфортна будет для российского бюджета, с моей точки зрения. Это то, что выше 3300. Вот, соответственно, то есть вот происходит накопление перед тем, как произойдет рывок. Рывок может быть либо за счет роста нефти к 50, либо за счет того, что будет снижаться курс рубля к доллару. Переходя к индексу доллара, дневной таймфрейм. Ну вот у нас действительно было ослабление доллара ко всем мировым валютам ключевым. Это ослабление где-то происходило с начала июня, ну конец мая и до текущего момента. На текущий момент оно несколько приостановилось. И
вполне может произойти разворот либо от текущих значений, либо по факту того, как будет отработан диапазон 95.82-96.31. То есть здесь, с одной стороны, пока может еще продолжаться укрепление мировых валют к доллару. Здесь, я думаю, предел движения 94.61, то есть движение ниже 94.61, я думаю, на текущем этапе он маловероятен. И вот разворотная точка может возникнуть сейчас, может возникнуть из диапазона, вот из этого диапазона. То есть сейчас нужно быть предельно осторожным, потому что разворот индекса доллара будет говорить о том, что произошло резкое изменение потоков капитала. И начинается риск-офф, то есть выход из рисковых активов. На текущий момент риск-он продолжается, но этот риск-он постепенно, сила этого риск-она начинает ослабевать. Вот здесь первая попытка разворота была, развернуть индекс доллара. Пока эта первая попытка успехом не развенчалась, но, соответственно, то есть уже как бы ощущается, что такой вопрос возникает и в любой момент может произойти разворот. Поэтому за этим индексом надо следить очень пристально. Так, далее индекс RGBI российских ОФЗ, государственных ценных бумаг. Ну вот у нас вроде бы произошел разворот неделю назад. Сейчас, пока это движение начинает тормозиться, в среду размещение очередной ОФЗ. Вполне возможно, что сегодня-завтра этот индекс будет явно торговаться выше 155,45. И в среду, когда произойдет размещение ОФЗ, там в четверг, в пятницу, вполне может начаться тестирование на пробой 155,45 и попытка сходить куда-то вот сюда, вот в этот диапазон. Но здесь еще сильно зависит от цены на нефть, но я думаю, после среды вполне будет вот это вот движение. И вот это движение ниже 155,45, оно будет связано с тем, что рубль все-таки к доллару и евро будет ослабляться. Далее нефть, Brent. Ну вот у нас попытка разворота и движения вниз. Пока это нельзя сказать, что оформившийся разворот, хотя свечная формация указывает на то, что разворот с высокой степенью вероятности произошел. Здесь у нас все-таки сохраняется ряд волшебных уровней, в частности уровень 39,7. Вот если он будет пробит на объеме и пойдет под ним проторговка, уже можно будет говорить о том, что здесь произошел разворот тренда и намечается движение вниз, первая цель которого будет 31,5. Но с другой стороны, на мой взгляд, пока еще до конца не отработана траектория движения наверх, потому что то движение, которое сформировано, оно по идее хотя бы 47 должно чиркнуть. 47, а в идеале диапазон 47,57. Ну и 4-часовой таймфрейм указывает на то, что вот у нас разворот произошел, но сейчас этот разворот, он затормозился возникшей проторговкой, и поэтому, исходя из 4-часового таймфрейма, если будет удержано значение выше 40,45, то, соответственно, если не будет пробит этот уровень, то вот эта проторговка, она сейчас приведет к тому, что возникнет новое поступательное движение наверх, цель которого будет сначала отработать 42,65 и потом в случае консолидации в районе 42,65-42,7 будет повторное движение, цель которого пробить 43,41 и закрыть гэп недельный, который там на 45 находится. По факту закрытия гэп, если там будет проторговка, может развиться дальнейшее движение в диапазон 47,57. По крайней мере, вот начало роста, которое у нас возникло на месячном таймфрейме, оно заканчивается путем прихода в диапазон 47,57. Вот куда-то сюда вот. Но одно дело, когда есть определенные допущения, определенные видения, и совсем другое дело, как это будет реализовано на практике. По-хорошему, на месячном таймфрейме цель движения цен на нефть находится где-то в районе 61-62.
Но на текущий момент времени, я думаю, такой сценарий маловероятен. А вот чирканье диапазона 47-57, оно вполне возможно. Итак, что касается нефти. Если сегодня не будет пробит диапазон 40-65, 40,5 на объеме, то я жду, что отсюда будет сформирован отскок, цель которого отработка вот этого перехая 43-41. Если этот диапазон будет пробит, то по нефти нас ждет проседание минимум на 39,7, а возможно даже и далее движение вниз. Я думаю, такой сценарий пока маловероятен, но в том случае, если пробой все-таки вот этого диапазона будет, то надо иметь в виду, что разовьется дальнейшее движение вниз. И это приведет к ослаблению рубля против доллара и против евро. Итак, курс рубля USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но вот мы видим, что вчера идет попытка дальнейшего укрепления рубля. Однако уровень 68 так и не был пробит и преодолен. Судя по вчерашней динамике, на открытии мы увидим небольшое укрепление доллара к рублю. Здесь наиболее вероятный сценарий — это формирование движения, первая цель которого, 68.23, она, судя по всему, будет закрыта в момент начала торгов. Вот. И далее, соответственно, наиболее вероятно, что будет движение, цель которого закрыть диапазон 68.29, 68.31. Вот если здесь начнется проторговка и закрепление, то отсюда сформируется дальнейшее движение. Цель этого движения будет находиться вот здесь вот на 68.47. Если с утра мы увидим движение, продолжение вот этого нисходящего движения вниз и пробой 68.15, 68.14, то в этой ситуации наиболее вероятно, что отсюда разовьется движение, цель которого будет протестировать минимальное значение, достигнутое вчера, 68.04. На самом деле, я думаю, что с утра вот у нас будет возможно движение вниз по укреплению рубля. Наиболее вероятный сценарий, оно будет ограничено 68.14. И где-то здесь произойдет разворот. И, соответственно, цель движения будет сходить вот сюда, вот в этот диапазон. Если здесь развивается закрепление, то идет дальнейшее укрепление доллара вот куда-то сюда, в этот диапазон. Здесь еще зависит от того, что сейчас произойдет с ценами на нефть. Судя по всему, они будут находиться сейчас в боковике. Вот. И здесь вот по этой динамике, которая возникла, необходим корректирующий отскок по укреплению доллара к рублю. Поэтому я думаю, если нефть не начнет импульсивно расти в первой половине дня и отрабатывать то, что она потеряла, то у нас наиболее вероятный сценарий — это вот диапазон 68.14, 68.29. Вот здесь вот с целью движения к 68.29. Далее евро-рубль, tomorrow, дневной таймфрейм. У нас вчера шло снижение, однако минимальные значения, которые были бы существенны для дальнейшего укрепления рубля к евро, не пробили по дневному таймфрейму. На 4-часовом таймфрейме у нас идет проторговка вот в этом диапазоне. Ну и на часовом таймфрейме немножко недоукрепляли рубль, не дошли, не добили цель, которая находится на 76.94. Поэтому по-хорошему ему бы немножко просесть на 76.94. И если не будет при этом пробито 76.89, то отсюда разовьется разворот и движение вверх по укреплению евро к рублю. Цель этого движения первая находится на 77.1850. Вот сюда вот. Если здесь закрепляется, следующая цель движения 77.33. И отсюда тестирование на пробой 77,5. Если все-таки вот это значение пробивается 76.89, то здесь вполне вероятно, что мы увидим движение, цель которого будет 76.59. Вот сюда вот. И отсюда возможен разворот и отскок. Пока 76.5, 76.49 не пробито на объеме, вот эти все движения, они будут приводить к тому, что будет проходить отскок
и евро к рублю будет укрепляться. Вот, поэтому с моей точки зрения у нас может быть и будет на открытии небольшое укрепление рубля к евро. Скорее всего, это укрепление оно будет ограничено диапазоном 76, 96, 76, 87. И, соответственно, здесь наиболее вероятно произойдет разворот. И, соответственно, цель этого движения разворота будет 77.19, 77.21. Вот сюда вот. Но с другой стороны, если вот часовой таймфрейм рассматривать по евро-рублю, все-таки здесь вот есть незаконченный фрагмент движения. Здесь у нас нету разворотной формации по часовику. И поэтому, конечно, было бы, наверное, логичным, чтобы вот это движение, оно сходило сначала на 76.94 и, возможно, даже протестировало диапазон, который находится от 76.9 до 76.80. Вот здесь вот куда-то сюда. То есть, вот, наверное, все-таки действительно будет движение вниз, то есть будет евро ослабляться. И вот разворот и отскок, цель которого будет находиться в районе 77.19, 77.21, он будет формироваться либо вот где-то отсюда, 76.94, либо вот из этого диапазона, который 76.90, 76.81. Вот как-то вот отсюда, наверное, все-таки оно дойдет. И вот с этих значений где-то будет разворот, цель которого будет движение вот сюда, вот в этот диапазон. Поэтому, наверное, все-таки наиболее вероятный сценарий по евро-рублю это укрепление рубля вот куда-то сюда. И потом здесь разворотная формация и движение к обеду, ко второй половине дня вот куда-то сюда, в этот диапазон. Но опять же, сейчас, скорее всего, если нефть по нефти обвал не будет, то рублю не дадут особо ослабляться завтра аукцион ФЗ. И вот завтра тогда основные события, скорее всего, будут разыгрываться либо завтра вечером, либо в четверг. Все, друзья, спасибо за внимание.